Всем доброго вечера, друзья мои. Испокон веков ведьмы рождались в этот мир для того, чтобы помочь людям. Рождались они в разные века, но самые сильные из них проявлялись в самые сложные времена для человечества. Они советовали людям, как выживать, как не сломаться. Они учили их, как просить и получать, как обращаться к силам мироздания. А потом уходили в вечность, оставляя свои знания, свой опыт своему молодому поколению, то есть тем, кто оставался вместо них. Они становились покровителями даже с того света. Даже их душа, их сила с потустороннего мира помогала, советовала. Или таким же, как они сами на этой земле, или обычным простым людям. Жизнь ведьм очень непростая. Им дано видеть то, что не дано видеть обычному человеку. И поэтому они очень много отдают силы, здоровья. Их жизнь – это их ремесло. Без своего ремесла, без своего места в этом мире они не представляют себя. И силы их приводят сюда не для того, чтобы у них была судьба обычной женщины, а для того, чтобы они служили им, чтобы через них передать миру и людям то, что они хотят передать. Я в этот мир родилась в 29-й лунный день. Была ужасная буря. Буря вырывала деревья, вместе с корнями переворачивала. Я пришла в этот мир в такую бурю, и бабушка дала мне имя Дитя Бури. Вот эта буря пронеслась через всю мою жизнь. Мне это было дано с детства. Еще с малых лет мои одноклассники знали, что я странная, не такая, как все. Потом со временем я поняла, что со мной не так. Хотя вначале мне казалось, что все видят то, что вижу я, все чувствуют то, что я чувствую. Если бы вы знали, насколько даже не вещи, а пророческие сны мне порой снятся, прямо с датами. Мои близкие родные начали обращать на это внимание и относиться всерьез, когда несколько раз действительно в эти даты, в это время сбывалось то, что я видела. Связь с силами, чем дальше, тем сильнее, тем прочнее. Ведьмы становятся не старыми, а сильнее и страшнее. В переносном смысле, конечно. Мы живем, отдавая себя миру, а у нас другого выбора и нет. И очень дорого платим за те знания, которые нам открываются. Но силы знают, что мы сильные и выдержим, поэтому нам дают их. Эти знания. Я в магии более 20 лет. То, что я видела, понимала и даже записывала в 11 лет, в 12, 13, это я не считаю мастерством. Это ученичество. Это ты приходишь к этому общему знаменателю,
к осознанию себя. Я считаю начало своего мастерства и начало своей дороги, наверное, где-то с 19 лет. Это началось более глубоко, часто, и вот я начала помогать людям большему количеству, чем, скажем, в 16-17 лет. Я вам рассказывала, что так уж совпало, что во времена Грузино-Абхазской войны часто меня спрашивали о тех, кто жив остался, кто нет. И даже не желая признать мои ответы, приходили к выводу, что я увидела правильно. Это было становление. А вот начало пути примерно в 19 лет. Я считаю, с того времени, когда ко мне начали обращаться люди, приходить через знакомых, друзей. И вот мне 43 года. Можете посчитать сами, сколько лет я в ремесле. За это время очень многое было отдано людям, миру. Много раз объясняла, почему я это делаю. И было написано огромное количество книг, которые вы можете увидеть, набрав «Ведьмина изба» официальный сайт, потому что несколько сайтов создали мои зрители, поэтому наберите официальный сайт, там сведения о книгах. И можете сами посмотреть. Основное количество работ изначально дарится людям, а потом уже издается в книгах. Те работы, которые нельзя показывать или по каким-то причинам я не успела снять, показать, я внедряю в книги. Там есть и тайные ритуалы. Тайные они для того, чтобы человек, прежде чем взяться за них, много подумал, поразмыслил над этим, пришел к этому, не просто и легко взял и сделал. Тогда он не поймет смысл всего сделанного, а обратного пути может не быть. Итак, дорогие друзья, ко всем своим книгам я хочу приплюсовать, так сказать, еще одну работу. Этих заговоров нет в интернете, нет, то есть на моих сайтах и каналах нет. Нет, потому что я эту книгу составляла не очень давно. Я завершила работу, наконец-то, окончательную с этой книгой. К сожалению, все меньше остается времени, все больше дел, все больше консультаций, работы и прочее. Сами понимаете, в какое сложное время мы с вами живем. И поэтому, может быть, многие работы будут изначально опубликованы, многие работы будут только в книгах, по-разному. Я еще собираюсь издать в ближайшее время и не одну книгу. Посмотрим, насколько мне времени хватит. Итак, вот представляю вашему вниманию книгу «Шептунья». Здесь собраны шепотки. Здесь довольно такая, скажем так, содержательная книга. Это даже не книжка маленькая, книга. Почему мы создали ее такой маленькой? Потому что не иногда, а очень часто, чаще всего нужна помощь настолько быстро, что нет времени, знаете, открывать книги там, и так далее. Да и носить с собой такую книгу, как блокнот, очень удобно. Значит, в этой книге 192 страницы.
собственно, вот очень удобно написано, выделено темным шрифтом заговоры, ритуалы. Здесь собраны шепотки, которые я создала на основе разных культур, разных народов, на разных языках. Я на их, правда, как бы распределила. То есть я ей дала текст полностью, например, армянские шепотки, да, на какие там темы. Какие у нас еще есть? Ну, на русском языке, естественно. На грузинском языке шепотки, да. Далее шепотки вуду. То есть я на разных языках и на русском языке в том числе дала ей отдельные шепотки. Она их потом, скажем, раскидала по нужным местам, то есть по теме, тематически, да, это вот относится к этому. Есть жреческие шепотки, шепотки армянских жрецов, обращенные к богам. Основа всего этого, естественно, исторические мои знания. Понимаете, без интеллекта невозможно добиться таких знаний, такого эффекта и таких сильных работ. Невозможно. Должен быть интеллект, образование. Конечно, были и ведьмы необразованные, они принимали, они исцеляли, спасали знаниями, переданными от бабушек, там, дедушек, иногда матерей. Но если ты хочешь отдать народу больше, чем ты будешь проводить и делать, если ты хочешь больше, ты должна больше узнать и расширить свой кругозор, чтобы то, что ты хочешь преподнести, ты могла объяснить, зачем это нужно проводить, кому это нужно и каким образом. Здесь объяснение. Шепотки – это одно из направлений древней техники обращения к силам. Мало кто говорит и объясняет, что именно на этом уровне вибрации голоса многие духи слышат человека гораздо быстрее, потому как привыкли именно к такому обращению. Поэтому испокон веков бабушки, травницы, знахарки, ведьмы шептали еле слышно свои слова. При этом могли поплевывать, проводить различные манипуляции во время этого действия, для обычного человека непонятные. К слову говоря, шепоток использовали в любых традициях, направлениях магии, от деревенской магии до магии вуду. Все это относится к законам магии, точно так же, как и использование огня, воды, земли и множество других различных вещей, которые, как некий пазл, извиняюсь, трудно отсюда читать, хотя текст мой, конечно. Полотна раскрывают нам невероятную картину. В данной книге вы найдете шепотки на различных языках мира. Грузинский, армянский, монгольский, суахили, зулу, а также на языке духов. Шепотки. Их нужно нашептывать. Конечно, есть здесь некоторые работы, которые можно произносить громко, то есть полголоса. Но это тоже относится к искусству шепотков. В основном здесь заговоры, которые произносятся шепотом. Многие иные заговоры тоже произносятся шепотом, и они точно так же срабатывают. Но здесь именно техника шепотков собрана. И ключи, и различные секреты, которые содержат в себе именно магия шепотков. Если помните, как называли деревенских бабушек шептуньи. Поэтому я решила назвать книгу «Шептунья». Вот здесь тоже то же самое объяснение. Собственно, прояснение этих шепотков на моих каналах, на Ютубе и на сайте нет. Нет, есть, то есть их нету, да, там. Есть только одна работа, которую я проводила
грузинские заговоры на деньги. И я специально провела, чтобы люди поняли, что именно приблизительно будет содержаться в этой книге. Значит, до того, как немножко еще поговорю с вами, скажу вам, у меня помимо этой книги еще 24 книги. Теперь, да, кажется, правильно назвала цифру. По вопросам книг, пожалуйста, пишите Яне. Занимается книгами она. Немножко разъясню. Ее номер можно найти, сведения о канале. Вот заходите о канале, нажимайте, или на сайте есть тоже ее номер. Нажимайте, и там написан номер Яны. Пишите ей в будни до 10 вечера. И на выходные, желательно не писать. Хотя через раз. Иногда бывает, что она свободна, можно написать, и она ответит насчет книг. Она вам объяснит, как, что, в какую страну отправляется, в какую нет. Отправит вот этот код для того, чтобы вы отслеживали посылку. И все дойдет в свое время. Не знаю, в какую страну, в какой город, за сколько дней идет. Обычно 4-5 дней, где-то так, да. Может, если перед выходными, может, неделю. В любом случае, оно доходит. Итак. Я могу себе позволить издавать книгу с работами, которых еще нет на моих каналах и на моем сайте, потому что моих работ огромное количество вам подарено. Уже недавно мы почитали, я вам говорила, 22 тысячи. Человек, который подарил столько работ, я думаю, уже давно доказал свою профпригодность и профессионализм настолько, что уже сомнений не может остаться. То, что эти работы спасают жизни и вытаскивают людей из различных жизненных ситуаций, это вы не раз убеждались. И я могу со всей ответственностью заявить, что да, мои работы действительно спасают жизни. Мои работы действительно спасают судьбы и вытаскивают людей из трудной ситуации. И помогают людям подняться в этой жизни, добиться успеха. Заговорить различные свои болезни. Хотя лечение при этом, конечно, я не рекомендую никогда никому бросать. Но вспомогательно проводить, тогда лечение может идти впрок. И если кто-то когда-то брал мои работы и действительно со всей серьезностью проводил, то у него обязательно получалось. Причем мои работы разделены на различные этапы, на различные направления. Есть заговоры, которые не требуют никаких особых подготовок. Есть заговоры, которые начитываются без алтарей, без ничего, без атрибутов. Есть более серьезные ритуалы. Есть заговоры, которые можно нашептать во время проверок, во время суда, во время каких-то там роковых таких моментов в жизни. Одним словом, все мои работы нацелены на помощь человеку. И работы в книге «Шептунья» в том числе. Мы постарались сделать такую книгу, удобную, маленькую, компактную, чтобы можно было с собой носить, пользоваться в нужный момент и, естественно, получать помощь. Желаю всем удачи, всех благ. А по вопросам книги уже сказала, кому обращаться и каким образом. Поздравляю нас всех с выходом еще одной полезной книги. Всем удачи!